От робота-погрузчика до биопринтера, на котором можно напечатать ткани человека на основе его же собственных клеток. Десятки высокотехнологичных разработок представлены в столичном Манеже на форуме «Сделано в России». Наша промышленность, несмотря на санкции, развивается и динамично. Инвестиции, экспорт – здесь тоже неплохие показатели. Как говорится, свято место пусто не бывает. Тех, кто ушел, есть кем заменить. Олег Шишкин, обо всем по порядку. От нажатия кнопки пройти тест до результатов меньше минуты. Этот газоанализатор выдает предварительный диагноз, раскладывая на молекулы выдох человека, обрабатывая более 700 химических соединений, от аммиака до ацетона. И превышение допустимых концентраций может быть первым тревожным звонком. Развивается заболевание. Мы можем посмотреть, например, есть у человека ковид или нет, фиброз, пневмония, бронхиальная астма. Данная разработка сертифицирована сейчас для спортивной диагностики. Она устанавливается в фитнес-центрах по всему миру, сейчас установлена уже в 15 странах. Западные санкции вынудили Россию искать новые рынки сбыта. Растет товарооборот с Турцией, Египтом, Китаем, Индией, пшеница идет в Африку, удобрения в Латинскую Америку. Практически заново пришлось выстраивать логистику. Новые транспортные коридоры объединят северо-запад, центр и Урал с портами Персидского залива. Несмотря на ограничения, в этом году объем российского экспорта без учета нефти и газа вырос на 7%, до 125 миллиардов долларов. До введения ограничений все услуги по транспортировке российских товаров за рубеж оказывали 8 крупнейших международных компаний, всем хорошо известных. Сейчас они ушли с рынка, но экспорт при этом не прекратился. У нас есть свои отечественные перевозчики, которые открывают перспективные линии и транспортные маршруты с дружественными странами. Благодаря оперативной реакции профильных компаний на изменившиеся условия, тысячи предприятий-экспортеров сегодня имеют доступ к новым рынкам. Для поддержки бизнеса правительство разработало целый комплекс мер. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», например, адаптируются и создаются новые механизмы помощи, нацеленные на запросы экспортеров. Применяется комплекс финансовой помощи, реструктуризация кредитов, страхование, субсидирование резко возросших расходов, ну и, конечно, в том числе в сфере логистики. Помогаем в поиске и рынков сбыта, торговых партнеров в дружественных странах. Задача не просто развивать отечественную промышленность, а шагнуть дальше к полноценному технологическому суверенитету. Олег Шишкин, Сергей Кузнецов, Дмитрий Вишневой, Зульфия Хакимова и Сергей Романов. Первый канал.